Жан-Жак Руссо. Франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения. Царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпимости. Против всего можно устоять, но не против доброты. Первое и важнейшее качество женщины – кротость. Жажда счастья никогда не иссякает в сердце человека. Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать, но в безделье является потребность говорить беспрерывно. Благодарность – долг, который надо оплатить, но который никто не имеет права ожидать. Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Не надо смешивать смелость с наглостью и грубостью. Нет ничего более несходного и по своему источнику, и по результату. Люди всегда будут такими, какими делают их женщины. Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться. Набожность – это опиум для человека, она веселит, оживляет, поддерживает, когда принимают ее немного. Слишком сильная доза усыпляет, или приводит в неистовство, или убивает. Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье в твоих руках. Тот, кто поносит порядочного человека, поносит этим самого себя. Все страсти хороши, когда мы владеем ими, все дурны, когда мы им подчиняемся. У детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать. И нет ничего безрассуднее, как желать заменить ее нашей. Хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным. Жизнь длится лишь мгновение. Сама по себе она – ничто. Ценность ее зависит от сделанного. Только добро, творимое человеком, остается, и благодаря ему жизнь чего-нибудь стоит. Демократия существует там, где нет такого богача, чтобы купить другого, и такого бедняка, который продается. Разум указывает нам цель, а страсти уводят от нее. Народы, привыкшие к повелителям, уже не в состоянии обойтись без них. Никто не может быть счастлив, если он не пользуется своим собственным уважением. Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы не делать того, чего не хочешь. Любите детство, поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?
Кто осторожнее в своих обещаниях, тот более точен в их исполнении. Любить глубоко – это значит забыть о себе. Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы будете убивать в детях шалунов. Знаете ли вы самое верное средство сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить его ни в чем не знать отказа. Сначала он потребует трость, которую вы держите, потом ваши часы, потом птицу, которая летает, потом звезду, которая сияет на небе. Он будет требовать все, что увидит, не будучи Богом, как вы его удовлетворите. Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Самое верное средство – завоевать любовь других. Подарить им свою любовь. Большая часть болезней наших – это дело наших собственных рук. Мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили образ жизни простой, однообразный и уединенный, который предписан нам был природою. Вся нравственность человека заключается в его намерениях. Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста. Это не делать никому зла. Бывают иногда такие случаи, что надо быть немного сумасшедшим для того, чтобы выпутаться. Дурной поступок мучает нас не тогда, когда он только что совершен, а когда спустя долгое время вспоминаешь его, потому что память о нем не угасает. Жить – это не значит дышать, это значит действовать. Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот, кто больше всего чувствовал жизнь. Человек может быть счастлив в двух случаях: или когда у него много вещей, или когда у него мало желаний. Недостаточно половины жизни, чтобы написать хорошую книгу, а другой половины, чтобы исправить ее. Лгать самому себе для своей выгоды – подделка. Лгать для выгоды другого – подлог. Лгать для того, чтобы повредить – клевета. Это худший вред лжи. Без движения жизнь – только летаргический сон. Невозможно работать для других, не работая для себя. Прямодушие украшает все сопровождаемые им чувства. Вся наша мудрость состоит из рабских предрассудков. Все наши обычаи не более как подчинение, стеснение, принуждение. От чего происходят злоупотребления, как не от гибельного неравенства между людьми? Лишь великие события создают великих людей. Жан-Жак Руссо.
цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.